Уверена, что ты не единожды слышал, что оазис приземления — это бывший Сансет Вэлли. Но что, если я тебе скажу о том, что все известные нам города поглотил апокалипсис? А таких регионов, как Новосельск и Верона, и вовсе никогда и не было. Всем огромный привет, меня зовут Саша, ты на канале Лекса Момока, и я рада приветствовать тебя на своем канале. Сегодня мы соберем по частям всю историю Sims и посмотрим, что стало с нашими любимыми персонажами. Белла бесследно пропала, все подозревают друг друга, но в городе разворачивается другая проблема. Дон Лотарио заключает помолвку с Кассандрой, Дина выходит замуж за Мортимера. Все уже забыли о существовании Беллы год, и даже упаковка молока уже не носит на себе ее портрет. О даме в красном забыли все, кроме ее младшего сына. Александру с детства не хватало матери, ведь его отец и сестра были заняты своими любовными похождениями. Он серьезно начал заниматься наукой, чтобы понять, что произошло на самом деле в ту ночь, когда яркий свет пролился над домами жителей. Шли годы, и похождения очаровательного Дона Лотарио становятся известны всему городу. Каждая верила в то, что она та самая. Женщины Дона в ярости. Кассандра, Нина и Юлиана решают проучить мужчину, который впутал их в эти любовные треугольники. Александр Гот уже повзрослевший молодой ученый. Писатель бестселлеров «Убийство в Новосельске» и «Барон граф Ван Голд», а также супруг Сесилии Гот. Но несмотря на свой интеллект, его социальный статус и размер кошелька — мечта любого жителя. Его мечта стать известнейшим паяльщиком. Он проводит эксперименты с пространством и разрабатывает машину времени. Не дождавшись исправности оборудования, девочки решили использовать ее в качестве наказания Дона. Но они совсем не ожидали, что он вернется туда, откуда началась их собственная история. Это вызвало жуткие аномалии, и жизнь в Новосельске перестала быть реальной. Родители Бренди никогда не сойдутся, сестры Гангазды не приедут в Плезантвью, а Белла так и не выйдет замуж за Мортимера и, следовательно, не пропадет вовсе. Для исправления ошибок временных аномалий Александр путешествовал по разным историческим отрезкам. В прошлом он оставил свои бестселлеры, а побыв какое-то время в городе своих родителей, он написал несколько подсказок для жителей, в надежде, что те смогут предотвратить апокалипсис. Писал эти рассказы Александр под новым псевдонимом Правый. Детская шуточная история о своей матери и подсказки из будущего. После Новосельска Александр отправился и в Средневековье. Устроившись торговцем на местном рынке, он пытался разузнать как можно больше о последствиях, которые произошли по вине Дона Лотарио. Шло время, всю 17-ю охватила радиация, все началось с Твинбрука. Мерзкая жижа, текущая по трубам, опасные отходы, въевшиеся в землю, и густой ядовитый туман, от которого мертвые выглядели так, словно переболели желтухой. Вечно зеленый Хидден Спрингс также накрыла радиацией. Самые богатые, умные или хитрожопые начали думать, как и куда им направляться, чтобы сохранить человечество. Идеальным вариантом для переселения стала планета Лунар Лейк. Одними из персонажей, которым удалось выжить, являются ландграбы, Альта и другие жители, кому удалось собрать средства для того, чтобы покинуть родную землю. Радиация дошла до всех городов, включая Шангласимлу и Апалуза Плейнс. В описании Лунар Лейкс рассказывается, что отважные исследователи космоса потерпели крушение. Однако им удалось выжить и с помощью чудо-технологий родной планеты, а также энергии местных кристаллов, неплохо обустроиться в далекой галактике. Со времен крушения сменилось несколько поколений. Теперь на планете процветает большая колония с развитым транспортом, образовательной системой, сельским хозяйством, бизнесом, дорожным строительством и всем прочим. Счастливчики, если можно их так назвать, высадились на этой планете. Странные растения, кристаллы, малое количество воды. Им нужно было выжить, и они приложили для этого все усилия. Из обломков корабля обустроили главное здание города, которое в точности пародирует оазис приземления. Переехавшие жители начали плодиться и размножаться. Петр Стюарт, потомок Катарины Стюарт, Артур Тесла, прямой родственник Юлианы, Аиша Ансари, непонятно каким богом, но тоже попала в число тех, кому удалось выжить. К ее потомкам можно отнести Раджу Ансари. Извращенцы Бейлис оставили своего потомка, правда, их семейный ген до сих пор не выветрился. Франциска Вандербург, в отличие от своей семейки, жила ближе к природе, именно поэтому ей удалось объединиться с другими выжившими и отложить крупную сумму для перелета на другую планету. Ее потомок Софи Вандербург. Потомок красавчика семейки
семейства Вольф обрел черту характера вечное дитя, просто разочарование Торрентона. Спектр. Забавно то, что у Оливии нет никаких родственников, кто мог взять ее фамилию. Типус носит другую фамилию, да и по лору он уже мертв. Ее племянница также имеет постороннюю фамилию. Вывод один. Оливия так и не стала черной вдовой из-за временных ошибок и вмешания Дона Лотария. Но, обратив внимание на Алластера Новчекс, потомка Боба Новчекс, и Октавию Брок, потомка Скипа, мы подтверждаем, что возвращение Дона в прошлое не осталось незамеченным. Боб и Лиза никогда не женились, Скип не знакомился с Бренди, и ее вовсе никогда и не было. Потомков уже знакомых нам персонажей можно перечислять еще очень-очень долго, но нам интересно другое. В городе также проживает загадочный Дэвид Карстар, который знаком и находится в хороших отношениях со всеми жителями города. Обаяние, писательство и садоводство здорово им освоены, что редко скажешь об обычных NPC. Да и его внешний вид здорово выбивается из всей массы. Может, это отсылка на «Игру престолов», а может, это чувак, кто-то вроде Магакита, который помогал Александру Готу, а также это настоящий автор книги «А где Белла?». И он с легкостью может перемещаться во времени и пространстве для того, чтобы помогать своему другу. Настоящая ли Белла Гот хоронится на местном кладбище, или благодаря временным аномалиям и ее судьба изменилась? Белла действительно вышла замуж за Мортимера, их потомок Матильда Гот, чья внешность очень схожа с Беллой. Но временные аномалии ужасно сказались на даме в красном. Белла из Китежграда и Лунар Лейкса не совсем клон и не совсем Белла. Но если Александр покинул свое настоящее, где же он сейчас? В основе союза Патрисии и Александра лежат три вещи – власть, богатство и влияние. А вот любовь и привязанность не входят в сферу их интересов. Патрисия больше всего заботится о том, чтобы продолжить свою политическую карьеру, а Александр буквально на отсчет в лаборатории. Удастся ли супругам раздуть огонь былой страсти, или они и дальше будут жить каждой своей жизнью? Дом Кроссов, несмотря на местный стиль, обставлен довольно готически. Именно благодаря его мудрости и кропотливости колония растет и процветает, написано в биографии у этого мужичка. Не напоминает ли он себе никого? Его жена Патрисия – настоящий лидер без страха и упрека, но с крохотным недостатком: она жить не может без жареного сыра. Патрисия в точности повторяет характер Сесилии Гот. Александр взял фамилию Патрисии, так как ее отец, Энтони Кросс, является основателем Лунар Лейкс. Также все мы помним натянутые отношения семейства Гот с семьей Альта. Александр Кросс враждует с Трентом Альта. Да и его характер – трудоголик, без чувства юмора, гений, карьерист, компьютерный гений – все кричит о том, что это именно тот Александр, которого мы с вами знаем. Если мы посмотрим на общую картину Новосельска, озабоченные деньгами и влажными фантазиями о Доне-близняшке, любящая погулять Белла, заносчивый и скрытный Мортимер, странноватая семейка Новосельских, маньяк-дример с алкашкой Бренди и вечно депрессующая Кассандра, мы увидим светлое пятно, варящееся во всем этом дерьме Александра Гота. Быть может, этот малыш не так прост, как кажется? Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забудь поставить лайк, подписаться, если ты до сих пор этого не сделал. Всех люблю, всех целую, всем пока-пока.